Всем привет! Добро пожаловать обратно в челлендже Sims 4. И это наша семья на мели, и наш Тэмин выглядит не очень хорошо. Он весь такой немножечко напряженный. Сейчас вы поймете почему. И, собственно говоря, мы находимся у входа в нашу ветеринарную клинику. Да, мы опять будем в ней. И на самом деле Тымин с утра такой, и я поеду в ветеринарную клинику, сегодня же суббота. Они, кстати, вчера прекрасно сдали все свои экзамены, все было хорошо, они поступили на следующие курсы вместе с Эми, при том, что Сэмми получила 5 с плюсом и 5 с плюсом, а Тэмин получил 5 с плюсом и 5. Но общая оценка у них у обоих 5 ровно. И это не может не радовать. Зубрежка перед экзаменом и пылесошенье перед экзаменом делают свое дело. Это прям отличная комбо, чтобы сдать хорошо экзамены. Так вот, сегодня суббота, завтра воскресенье, соответственно, у нас целых 2 дня. И Тэмин решил, что он будет все 2 дня проводить, конечно же, в своей клинике, потому что ему это так нравится. У нас начало получаться, и все прекрасно. Но Сэмми на это сказала, что нет-нет-нет, мы все идем с тобой. Вот так вот. То есть у нас вся семья, на самом деле, сейчас находится на нашем участке общественном, на их, точнее, общественном участке, и даже собака. У нас, кстати, собака выросла. Вот, все 3 дочки. Мне до сих пор удивительно, что, они как бы естественным путем произвели на свет целых 3 дочерей. Забыла, как склоняются слова. У них, кстати, у всех одинаковые свитерочки. На самом деле это случайно получилось, потому что они самые прикольные, но мне кажется, сейчас они выглядят очень круто. Штанишки только у них немножечко разные. Вот, в общем, наша хурма выросла. Она выросла вот в такое вот странное животное. Ну, прикольное. Такая себе дворянской породы, непонятной, смешанной, но зато крутая. Небольшая собачка, я переживала, что она в гигантскую вырастет. Так вот, как видите, Сэмми тут руки в боки, типа того, что муженек ты мой. Нет-нет-нет, мы все теперь с тобой едем, потому что ты там развлекаешься в своей ветеринарной клинике, а мы там дома напрягаемся, поэтому все едем вместе с собой. Но это стало возможно, потому что я сгребла все деньги в кучу, сделала пристройку, что-то Тэмин заработал, что-то Сэмми. Потом мы 2 раза сняли урожай с наших цветов. Это тоже добавило нам денежки. Сэмми сделала пару фоточек, тоже там 20-30 симиллионов. Но все равно, как бы это значимо. Так вот, у нас вот такая вот есть теперь пристройка. Я сделала именно пристройкой, не отдельным домиком, потому что как бы общая стена, которая минус как бы затраты. И у нас здесь есть даже туалет. Но раковины, кстати, здесь у нас нет, но здесь есть ванна, если девочкам понадобится. И я кое-что взяла из дома, кое-что я взяла из багажа семьи. Тут на самом деле кровать сначала стояла, потом я подумала, зачем мне кровать здесь? Ну, у нас же была такая ну как лишняя кровать. Вот, я, кстати, закрыла дверь уже сразу. И у нас должно, кстати, должна весна уже быть, у нас зима уже заканчивается. Я хочу здесь высадить, наверное, что-то из растений, чтобы здесь было. Это у нас туалетный кустик, это для посетителей, для нас вот здесь. Так вот, что я взяла из дома? Во-первых, я взяла миску для собаки. Я взяла ноутбук для наших студентов, чтобы они все-таки занимались. Я взяла поесть, это единственное, что не портится достаточно долго. Сыр, и у нас, кстати, еще хлеб в багаже у Сэмми. Я взяла игрушки, и, в принципе, у каждого из малышей есть свои игрушки в багаже. И, собственно говоря, ну, телек у нас есть. Вот, я подготовилась. И туалет. Детский туалет я тоже взяла. Так вот, что мы будем делать? Мы будем, во-первых, надо будет это все убрать. Нужно Сэмми как раз сейчас пока... Так, стол для осмотра. Нужно пара... Ой, нет, что я хотела? А что я его открыла? О, интересно, его, оказывается, можно открыть. Стол для осмотра. Давай сделай 2 штучки и открывайся. А Сэмми в это время вот тут все поубирает и наполнит миску. Наполни, пожалуйста, и здесь тоже почисть. Почисть. И вот, видите, хлебушек у нее есть. У нее есть 3 подснежника. Интересно, почему они у нее в багаже? Непонятно. От чего они тут? Что ты грустная? Ты хочешь в туалет и общение. А ты что? У тебя вообще все идеально. А ты у нас, вот как раз тебя нужно бы помыть. Было бы идеально. Так, пока мама там все поубирает, пообщайся тогда. Нет, не успокаивающие объятия, это будет хорошо. Так, нет, не с тобой не надо пообщаться, мне надо Соул.
Так, обнять с любовью, покорчить рожь. Ну, пусть немножко пообщаются. Раз Сол в хорошем настроении, говорить про игрушки, они тоже могут много чего, а, много о чем поговорить. Пусть тогда занимаются. Конечно, хорошо, если бы они зашли, но ладно. Все, давайте начинать. Там, кстати, я хотела посмотреть, что у нас там по учебе. А то я что-то такая классная. Так, сдать выпускной экзамен и сдать выпускной экзамен. Понятно. У понедельник, среда, пятница. У него 2 дня выходных, получается. Понедельник, среда, пятница. Окей, это хорошо. Значит, 2 дня в неделю он сможет здесь находиться. Это тоже хорошо. Так, что у нас у Сэмми? У нас домашняя работа, сдать курсач. Вот у нее курсач будет. Вторник, четверг, зато она. И понедельник, среда, пятница у нее сдать выпускной экзамен. Окей. Все, давайте, поехали. Потому что я уже хочу открыть свою клинику, она мне так нравится. Чего они стали застревать внезапно опять в текстурах? Мне кажется, давненько этого не было. И вот опять. Никогда такого не было, и вот опять. Так, что они тут? Хорошие мои. Тусуются пока. Так, Сэмми пока вот домашними делами позанимается. Там потом она помоет одну из девчуль. Купать в ванне с пеной нашу Лили. И потом она будет делать эти вот настойчики, чтобы они у нас постоянно были, потому что все-таки, как оказалось, они очень даже хороши. Они очень, ну, типа, на все время, точнее, осмотра они успокаивают животные, и это нам повышает, как бы, наш уровень. То есть у нас вот уже 2 желтеньких, я хочу все 5 зелененькие, наверное, не будут. Очень хочется, очень хочется. Но пока что нет. Но мы на пути к этому, на пути. Мы тут подистратились, ну ничего. В прошлый раз у нас было 5 посетителей, мы 558 миллионов заработали. Мне кажется, это очень даже неплохо. Так, день студента, до свидания. У нас тут свой день студента. А что там? Все 4, что ли? У нас есть одна мусорка. У нас, кстати, большой мусорки нету. Это немножко напрягающе, потому что непонятно. Что это за собака? А собака наконец-то на улице оказалась. Вот. Смотрите, как этот кабанчик носится. Такой... Типа, свобода, свобода, попугаем. Ля-ля-ля. Так, а эти там общаются все, да, стоят? Да, они стоят, общаются. Что ты? Ты хочешь в туалет? Ты можешь пойти в туалет, потому что ты можешь ходить в туалет. Иди, пожалуйста. Ага, ты не можешь. Давайте отменим что-то. Так, в ванну они могут пройти, это хорошо. И, скорее всего, унитазом тоже пользоваться они могут. Это отлично. Так, а ты что у нас тут? Ты уже вторую создал, правильно? Мы вот можем как раз открыть и посмотреть, да? Ага. Так, ну, или мы не сможем так воспользоваться. Ну, сейчас как раз посмотрим, кстати. Так, что мы можем? Нам нужно открыть. Открой, пожалуйста. Так, текущая ветеринарная клиника открыта. Отлично. Сейчас мы как раз повысим немножечко общенец. Это у нас как-то грустняк. Слегка грустняк. А где наша собака? Она носилась, носилась и доносилась. Где она? Где-то здесь. А, вот она. Иди пообщайся чуток со своей собакой. Тут с чужими общаешься, а про эту все забыли вообще. Все на свете. Дай большое лакомство. Вот, еще как-то хочется вот этот поставить холодильник очень сильно, чтобы создавать все эти штуки. Ага, она идет отлично. Так, а ты что? Чего она грустная-то? Она не в нужной одежде. Серьезно? Так, и чё? Ну и неправильно переодела. Отлично. Так, а ты иди с формами играй. Изучай формы. Так, что ты у нас? А ты можешь сама переодеться? Все, сменить одежду. Так, холодное время. У нас только один туалет, поэтому по очереди, девочки. По очереди. А чё мы не можем? Надо на пол его ставить. А почему порцию багаж? А что ты не можешь просто так поесть? Я не поняла. Я немножечко не поняла. А что у тебя тут уже плохого? Что такое? Не беспокоить агрессивная уборка. Так, что ты не отошел-то? Создавай.
а потом сходишь в душ. Ну, точнее, в ванную. У нас здесь только ванная есть. Так, ну и чё, переодевайся, пожалуйста. Ну, положи порцию в багаж. Немножко дверь стыкуются. А чё ты не сходила в туалет? Или ты сходила в туалет? А, ты сходила в туалет. Ясно. Ну, ты тогда сходи в туалет. Сходи, пожалуйста. Потом я не знаю, что, положи порцию в багаж. Почему ты не можешь просто съесть? Что это такое? Что ты вообще стоишь и стоишь? Эти вот зависания, конечно, слегка напрягают. Так, все, ты переоделась, ты не должна быть грустной. Все отлично. О, у нас первый посетитель, первый посетитель. Так, не расслабляемся, не расслабляемся. И давайте обслуживать. А кто это, кстати, к нам пришел? Слушайте, какой-то очень... Это лавина? Суприя Дельгата. Ладно, но шляпка очень крутая. Приветствую, пациент. Так, они там стоят так и общаются, да? Угу, 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 угу. Окей, окей. Давай, обслуживай пациента. Так, это там на горшочек. Надо проследить, чтобы он все-таки покушал. Раз мы тут всей семьей. Чего такое? Что тебе мешает-то? Не понимаю. Что? Тебя жена мешает или что? Иди сюда тогда. Похоже, его мешает жена его. Это немножко не очень. Серьезно? Да, ему мешала этот Сэмми, представляете? Такое себе, такое себе. Нам надо быстрее их обслуживать, потому что... Так, подождите. А ты что, на улице просто так торчишь? Она там уже давно играется. Так, ты тоже можешь только положить порцию в багаж. Так, у нас есть еще один посетитель. Она привезла... Так, а кого ты привела-то? Следующую свою кошку? У нее уже 4 кошки. Одну мы вчера вылечили. Она следующую, видимо, привезла. На осмотр. Так, ну что у нас тут? Диагноз неизвестен. Так, успокаиваем. А почему мы не можем? А, нет. Вот. Теперь надо открыть, видимо. Открыть. Добавить. Что-то я в прошлый раз, видимо, не заметила, когда он переместил себе. Ну, в смысле, что она там была у него в багаже. Так, сделай укол, пожалуйста. Сделай все процедуры осмотра. Что-то собатюля явно очень больная. Слушайте, ну у нас с этим пациентом прям какая-то беда, потому что мы уже все осмотрели, мы укололи второй раз его этим успокоительным, но ничего не происходит. Диагноз неизвестен. Это немножко пугает. И у нас опять очередная лужа, бесконечная лужа, из-за чего всем все не нравится, и я не знаю, что делать. Дезинфицирующий спрей. Ну, давайте. О, нам повезло. Так, перед тем, как нового пациента, нам надо протереть, потому что иначе у нас будет так и портиться настроение. Да, я знаю, мне пришлось сильно долго ждать, я согласна. Конечно, у нас для этого Сэмми есть, но она там уже немножко занята. А, блин, наша собака. Ест наш сыр, нет. У нас там не так много порций. Блин. Засада. Так, все, быстренько, быстренько, быстренько. Нового пациента. Я согласна, тебе слишком долго пришлось ждать. Я прям вообще... Я на 100% согласна. Поддержать праздничный, приветствовать пациента дружелюбно. Да-да-да, лечим. Лечим. Потому что у нас засада, конечно, с этим пациентом вышла, что слишком долго все это происходило. Что-то у нас вроде хорошо теперь все, да? Местные отлично ладят с питонцами, отлично. Так, у нас супер разнервированный кот, мы ничем его не можем успокоить, потому что у нас нет этого
Но мы можем его вылечить, но это, конечно, не очень хорошо. Кстати, следующий на очереди тоже... это не тот? Почему у них одинаковые? А, это старший, это младший? Серьезно? Обалдеть. Ну, короче, как-то не очень ей понравилось наше обслуживание, я согласна. Но зато ей понравились наши цены. Наверное, для этого можно и подождать, в принципе, в очереди. Но это всегда так. Если хотите подешевле, то придется как-то немножко в других случаях себя ущемить немного. Так, что они тут? Подождите, надо как-то еще нашу семью немного проверить. Так, это играется, она хочет кушать. Ну, потом поиграешься, возьми тогда порцию в багаж. Я не знаю, почему они не могут просто... Так, это все отлично, это хочет кушать, но она против взяла себе порцию. А я, кстати, забыла сказать, что спать мы уедем обратно в квартиру. То есть мы все-таки сюда не переезжаем прям окончательно. Мы временно здесь вот пока днем. Просто чтобы не оставлять всю семью там, и чтобы не бросать детей. Ну, вот таким способом я решила выйти из положения. Ты делаешь? Делает хорошо. Слушайте, ну у нас опять неизвестно, непонятно, что это за хворь такая, но вроде как вот лечение мы можем. Странно это все как-то. У нас еще и деньги закончились. Ну, нам, кстати, начали как-то побольше платить, и у нас бонусных очков тоже как-то побольше стало. Слушайте, ну уже, конечно, практически 11 часов. Надо быстренько домой ехать, потому что все наши жители немного в шоке от происходящего. Это оказалось гораздо-гораздо сложнее, чем я ожидала. Так, ну 218 нам стали платить. Слушайте, прям крутяк. Прям крутяк. Мне не может это не нравится. Так, давайте закроемся, чтобы нам отчет сделали. Так, вот мы повысили немножко свои рейтинги. У нас 14 отзывов, обслужены 4 посетителя, часы работы 10. Обалдеть. Лечение 772. Стоимость обслуживания у нас до сих пор хорошая. Возможности роста атмосфера. Ну, да. Качество обслуживания. Ну, пока еще да. Короче, мы неплохо. Так, нормальненько. На самом деле мы неплохо заработали. И мы можем за эти выходные даже какие-то средства заработать, чтобы сделать ремонт на кухне. Как мы помним, у нас остался ремонт на кухне и ремонт в ванной. И тогда мы можем уже сюда на постоянку переезжать. Но, конечно, это будет очень тяжело. Я так чувствую прям. Чую, что это будет вообще крайне непросто, если честно. Ну что ж, доброе утро. Это уже следующий день. Моя семья уже съездила домой, поспала и привела себя в порядок. Они там помылись, покушали. Но это было, конечно, сложно. У всех, у кого есть большая семья, они знают, что собрать в кучу всех детей, собак и всех прочих. Там, мне кажется, я забыла собаку дома. Но я думаю, мы сейчас ее сможем позвать. Что-то я сейчас вспомнила, что забыла ее отметить, когда мы переезжали сюда. В общем, всех пока соберешь. Вот, но все на месте. И смотрите, какие у нас смешные платьица. Оказывается, у них, одинаковые платьица. Я не знала об этом, если честно. Тоже случайно просто выбрала, но вот они у них одинаковые. И наша Пайпер отличается от всех. Вот у нее вот такой вот контрастненький со смешными носочками. Нет, собака вот она, все хорошо. Вот, остальные наши дети вот так вот выглядят. Когда-то наша Пайпер все-таки вырастет, она будет первой. Я пока не знаю, когда там нужно это все делать. Но я думаю, что мы раньше это сделаем. В общем, наконец-то весна. Как вы видите, типа снежочек падает, но уже типа весна. Ну как, не типа, первый день весны. А еще я забыла, что эти часы такие яркие, зелененькие. И вообще в Винденбурге очень классно, на самом деле. Мне очень нравится этот город. Это один из моих любимых, если честно. Был и остается им. В нем что-то есть такое фантастическое. В общем, я вчера, ну, получается, в этой серии же буквально недавно жаловалась, почему мы не можем создать ничего на нашем аппарате. Да потому что денег не было. Вот и все. Вот и все, вы понимаете. Я не знаю, почему. Почему я такая странная. Почему я задаю себе какие-то глупые вопросы и удивляюсь, что я не могу на них найти ответ. Ну, в общем, я очень странный человек, честно. Вот. Короче, я нашла причину. У нас просто не было денег. А еще я такая наивная, типа, вот, мы заработали 500 миллионов, мы сможем их потратить на дом, а потом как бы я вспомнила, что у нас 600 миллионов, в понедельник придет счет, даже больше, чем на 600 миллионов. И я такая, окей. Так, давайте, наверное, уже открывать.
Пока как раз мы будем принимать первого посетителя, у нас сделается сыворотка. Но у нас, кстати, уже целая 1000 симулионов. И тут у нас еще тоже неплохо. Мы продали наши цветочки. Вы знаете, не буду больше рассаживать цветы. Вот нам этого достаточно. Иначе это будет как-то неприлично быстрое обогащение. Так, детки у меня в хорошем состоянии. Вы представляете, в хорошем. Слушайте, а может им какую-нибудь здесь песочницу? Что-нибудь такое? У них же есть что-то? По-моему, нет. Мы, кстати, здесь сыр забыли. Он еще жив? Да, слушайте, еще один день. Круто. Ну, тут всего сколько? 3 порции. Но у нас есть еще хлебушек. Так, ну, что я могу сказать? Дети, играйтесь на улице, раз такая хорошая погода. Пусть они играются на улице. А почему нет ни одной? Ну, тогда иди играйся здесь. Такая типа, играйся на улице. Нет. Так, у тебя есть игрушка, у тебя тоже все хорошо. Я, на самом деле, очень сильно постаралась. Я прям проявила стратегическое мышление, чтобы всех привести в порядок, чтобы не было вот этого вот беготни бесконечной к детям и обратно. А чё у нас сразу как-то слишком много людей появилось? Она что, пришла с котом? Ну, в смысле, с собакой? А кто с... У нас еще третий есть. Это меня немножко напрягает, что у нас так много людей. А мы одни, как бы. И нам еще не доделали сыворотку. Я немножечко, я бы сказала, неприлично, но беспокоюсь по поводу того, что мы не справимся. Успокой питомца, пожалуйста. Успокаивай питомца. Да, он у нас тут. У нас там что-то взорвалось? А что такое? Я не поняла. Почему прекратился... Что такое? Опять. У нас тут куча пациентов. Что-то я не то сделала, короче. А ты делаешь свой этот... Долго ты делаешь? А, она, наверное, уже сделала, слушайте. Я балда вселенского масштаба. Да? Ох, делай еще, пожалуйста. Причем и мне тоже. Впрысните мне, пожалуйста, успокоительного прямо в вену. Потому что у меня немножко... Да, все плохо. Блин, что, покупать второй этот для осмотра и Сэмми подключать? Ну, у нее же есть ветеринарный навык. Так, мы купили второй стол для осмотра. Единственное, что пришлось сильно расшириться. На 3 клетки мы ушли. И на это, короче, ушли все наши деньги. Вообще все. Видите, у нас капитал семьи. Все как-то наполним сначала миску, а потом иди осматривай пациента, короче. Потому что что-то у нас... Как обычно, ты, Минс, что-то задумал, а потом такой, я что-то не справляюсь. Help me, help me. Так. Поприветствую пациента, потому что пациент недоволен, а нам нужно как-то... Быстро утешь, пожалуйста. У нас вообще-то там уже есть этот... Как его? Диагноз. Быстро вылечи, пожалуйста. Так, ну что, у нас Сэмми, кстати, сейчас должен тоже переодеться в эту форму. Так, он вылечил пациента. Хорошо, сколько он заплатит нам? Катарина за наш очередного. 118, обидненько. Что-то как-то в прошлый раз он так уже, типа, 200 платил. Перед тем, как взять пациента, надо по этот самое сыворотку, пожалуйста. Потому что как раз в шоке собачуля. Да, собачуля. Все хорошо будет. Сейчас мы тебя осмотрим. Все будет окей. Я, конечно, начинающий, подменяющий ветеринар, но я думаю, что я справлюсь. У нас тут есть инструкция. Я совсем справлюсь. Так, ты лужу вытри и, пожалуйста, следующего. Ну, нормально, вы знаете, нормально. Так, здесь уже подняли пациента. Нам нужно сделать ему укольчик. Успокой, пожалуйста. И продолжай. Да, конечно, дети, 2 ветеринара, это немножко слегка перебор, как мне кажется. А еще простите, что я так часто нажимаю на паузу, ну просто нужно как-то за этим всем следить, иначе просто никак я не услежу. Вот вообще никак. Что у нас тут осталось? Осмотр и карточку. Серьезно? И все. У нас тут одно неизвестно, мы не сможем вылечить нормально. Надеюсь, мы сейчас получим. Фух, все, получили. Так, давай лечи. Басеньку лечи.
Все окей. И потом иди следующего пациента. Потому что не нравится, как выглядит место. Потому что маленькая вонючка, блин, здесь. Пойди помой ее, пожалуйста, потому что это просто какой-то... Это немножко подстава, если честно. Купай ее в ванне. То есть эта маленькая вонючка пришла и торчит, вы понимаете? Вот она торчит просто у нас тут. Просто так. Так, и сколько ей заплатят за ее первый осмотр? 200 миллионов. Сэмми немножечко всегда лучше работает. Как так? Так, а этому сколько заплатят? За кошатину. И 107 миллионов. Вот так вот. Так, слушайте, наш Тымин, за счет того, что, видимо, он прокачанный, он очень быстро определяет болезнь. Достаточно, ну, как бы, там ему пару манипуляций, и все, как бы, и все окей. И вот эти вот концентрации, уколы ему очень сильно нужны, потому что они прям облегчают жизнь, и за счет того, что он быстро ставит диагнозы, то, получается, он быстро обслуживает. Ой, вот у нас один, второй. Сейчас Сэмми, наверное, доделает, и надо будет ее опять просить, чтобы она помогла. Так, и вот этого нам надо взять. Это был следующий дяденька. Да, ему не нравится. Ну, что поделать. Вот видите, начали застревать очень активно. Я не могу понять, что это такое. Если бы я знала, что это такое, но мы не знаем, что это такое. А еще у нас ребенок в шоке, потому что он хочет есть, как обычно, да? Угу. Угу. Есть ломтик сыра. Пожалуйста, сходи на горшочек. И что, пообщайся с кем-нибудь. С сестрой со своей, например. Кусаться не надо. Надо спокойно поговорить о супергероях, например. Как твои родители, которые тут какие-то чудеса просто проявляют. Вообще, конечно, Сэмми хочет быть преподавателем, но на данный момент ей приходится как-то помогать своему супругу в этом всем участвовать. Так, подождите. Так, что у нас тут? Чтобы эта панелька выехала. Так, он у нас пока не нервный. Хорошо. Так, он вылечил болезнь. Отлично. Это радует. Это хорошо. Сейчас мы посмотрим, сколько мы за это получим. Надеюсь. Да, 200 миллионов. Это хорошо. Так, ты у нас, дяденька, был следующим, насколько я понимаю. Так что давай тебя берем. Я уже запуталась во всех этих посетителях. Как-то их очень много, и они все приходят. Нет, это, конечно, круто. Круто, что наша ветеринарная клиника начинает пользоваться популярностью, видимо. Она начинает раскручиваться. Я бы включила тебе наушники, потому что ты немножко в шоке от происходящего. Ну вот и что я говорила. Снова наша Катарина пришла. Она постоянно немножко переодевается, но это Катарина. Она недовольна тем, как выглядит это место, но зато она привела свою 4-ю кошку, Джози. Хотя, может быть, она уже у нас была, но мне кажется, все-таки нет. Сейчас тогда Сэмми приберется тут и будет тогда обслуживать нашу Катарину. Ну, скоро у нее закончатся кошки. Собственно говоря, у нее уже вот последняя кошка. Все. Так, как там наши детишечки? Наши детишечки, конечно, не очень. Они немножко потерянные в этой жизни. Ну, вообще некогда. Вообще не вдохнуть, не выдохнуть. Да, давай, поубирай. Угу. А то никому не нравится. Ну, я согласна. Неприятно. Так, ого. Я чуть про Тымина не забыла. Конечно, когда у тебя 2 товарища, которые занимаются этим всем делом, то как-то, в общем, не получается немножко. Слушайте, ну все, Тымин принимает последнего пациента, и мы тут уже прекратили запись, потому что они, конечно, с Сэмми уже в таком состоянии, нестоянии, просто жутком. И еще Катарина, в смысле, наоборот, Сэмми попала по полной программе. С ее котом что-то совсем вообще не так, ужасно. И за счет того, что у Сэмми практически нет опыта, у нее низкий уровень ветеринарии, она не может выяснить, кот стрессует, а уколов уже нет успокоительных, и как бы уже передать другому человеку нельзя. И, в общем, Сэмми нервничает, кот нервничает, все в шоке. В общем, я не знаю, как быть. Тут еще очередную собаку, в общем, вырвало и все такое. Все немножечко в шоке от происходящего. Я надеюсь, что у нее, конечно, сейчас все получится, но такое, если честно. Успокой, пожалуйста.
пациента своего и вылечу его, пожалуйста, и отпускай уже. Мы тут к Сэмми перейдем, потому что она у нас, конечно... Что? А почему мы ничего не можем сделать? Не поняла. Может, из-за того, что он сейчас в стрессе? Ладно, сейчас мы вернемся. Ох. Тут как-то что-то... Ничего не помогает. Мы так долго здесь уже. Ладно. Так, ребенку нужно скомандовать, чтобы она это съела. Не только взяла, но и съела. Ты тоже голодная? Нет, они все хотят спать. Ну и голодные тоже. Ладно, сейчас мы уже закончим с этими. Так, результаты осмотра. Угу. Кошка в шоке называется. Результат осмотра. Еще музыка играет. Так, ну все, вроде кошка не в стрессе. Но все равно мы ничего не... Как это? Результат осмотра. В общем, не знаю. Может быть, вы меня сейчас будете осуждать, но я им дала денег, потому что я нашла, короче, перечень всех болезней, как они лечатся. Ну, в интернете просто забила в 74 ветеринария. И оказалось, что именно вот эту болячку можно вылечить только с помощью вот этой штуки, короче, хирургической камеры. И я не могу позволить животному мучиться и просто так его отпустить. В итоге она стоила 2200, я им дала 2500, чтобы еще расшириться, но у них были какие-то свои деньги, и они должны будут отдать, короче, ну, типа 2800 я у них потом спешу. Вот, что, повторюсь, я не могу я, чтобы оно вот так вот произошло. Вот, в общем, как-то так. Мы очень быстро, кстати, расширились. Я, кстати... О, я забыла крышу. И крыша у нас вот так вот странно выглядит. Короче, вот такой вот у нас домик. Гигантская уже у нас ветеринарная клиника на самом деле. Но как есть. В общем, только так мы можем вылечить. Что? Опять? Что происходит? Мы не можем вылечить никак эту кошку. Просто какая-то жестичковая история, но мы должны ее до конца вообще. Ну, Катарина пока не ужасна. Нет, в ужасном состоянии. Да, она считает, что мы ужасные ветеринары. Да, вообще-то это не ее работа, она просто помогает своему мужу. И не очень хорошо с этим справляется, согласна. Каждый должен заниматься своим делом. У нас дети уже скоро уйдут от нас, если честно. Давайте их хоть немножко приведем в порядок. Что уже жесть какая-то. Ну, нет, не приведем мы в порядок. Хотя давайте хлеб хотя бы. Собака уже уснула, короче. Все немножко уже устали, мягко говоря. Я их понимаю. Давайте всех покормим. Я так понимаю, что вот этот столик нам теперь не нужен, когда у нас есть вот эта комната. О, ну, вот этот аппарат. Мы тоже типа старый взяли. Я решила, что так будет честнее. Ну что здесь? У нас один остался неизвестен. Ох. Кошка там орёт в этой штуковине. Так, ну что? Неизвестно. Опять неизвестно. Что там еще? Это когда-нибудь закончится. Я искренне в это верю, что мы сможем помочь этой кошке. Последней кошке. Да, Катарина уже тоже вздыхает, выдыхает. Как-то все так, не так. И не через так. У этих там какая-то... Что-то такое страшное происходит. Нет, слушайте, мы так и не выяснили последний. Серьезно? Серьезно? Да, ты уже вообще просто... У нас осталось заглянуть в карту. Вы серьезно? Но мы когда-нибудь сможем это все доделать. Мы честно сможем. Я думаю, что вот сейчас заглянем в карту, и все будет. Вот, ну наконец-то, слушайте, мы добились этого. Все, и до свидули. Укол, и до свидули, и мы пойдем домой. Эти сейчас операцию проведут, и все будет окей. А что это такое? Что-то напутал? Серьезно? Ура! Это у нее уровень повыше. Ну все, слушайте, мы вылечили всех окончательно. Мы в жутком раздрае, но все окей. 300, слушайте, класс. Ну что, мы закрываемся и смотрим, что у нас произошло. Ну, у нас так и осталось 3 звезды. Я думала, что как-то побольше будет, повеселее. Мы обслужили 9 посетителей, мы были открыты 13 часов и заработали 1600. Но мы же знаем, кстати, что 1600 мы не получили, потому что там все вот эти расходные материалы и все прочее. Так что
Так что так что. Так что мы не этот, ну, где-то 1500 максимум мы заработали, но все равно у нас 3 звезды, уже так надежненько. У нас по-прежнему стоимость обслуживания прекрасная. Я думаю, уже можно, в принципе, это повышать. Что у нас тут? Попробуйте успокоить питомца. Ясно, атмосфера. Попробуйте убраться в клинике. Да, у нас, блин, постоянно с этим проблемы. Короче, чувствую, скоро подросшая Пайпер, которая, думаю, теперь точно скоро подрастет, будет регулярно мыть здесь полы. Короче, вся семья будет скоро работать на эту клинику. Но давайте вернемся к нашей Сэмми. Я не хочу, чтобы она прощалась со своей, как бы, идеей о том, что она будет работать преподавателем. Она все-таки будет работать преподавателем, все окей. Просто она вот временно помогает. Вот на выходных она будет, типа, ему помогать. И как-то в будние дни, если они будут все-таки здесь все жить, то она будет ему немножечко все-таки в подмогу, потому что кого-то еще нанимать, ну, мне кажется, это будет как-то дороговато. Там, возможно, все-таки придется кого-то еще нанимать, если все-таки он будет здесь на постоянку работать, Тэмин, в смысле. В общем, посмотрим, как это все. Это какая-то сумасшедшая была серия. Я жутко устала, честно. И я думаю, что так же, как мои персонажи, потому что она была насыщенная, мы много чего сделали, много денег заработали, много чего открыли для себя. Они заработали новый долг большой, ну, ничего, расплатится. Все, мои хорошие, подписывайтесь, ставьте лайк. До следующих серий. Пока-пока.